Ничто не может остановить волну популярности Тэхёна из BTS. Каждое его движение, каждый взгляд и каждый небольшой пост о нем неизменно попадают в заголовки мировых новостей. Но на этот раз сюрприз пришел из неожиданного места – из Японии. Легендарный японский режиссер Эрика Китагава, создательница множества отмеченных наградами фильмов и сериалов, внезапно опубликовала твит. Это был простой твит, но он потряс азиатский мир развлечений. Она поделилась фотографией большого рекламного щита на японской станции, на котором Тэхён был главной моделью для рекламы Paradise City. В подписи Китагава с удивлением написала: «Ах, а кто это? Может кто-нибудь сказать, кто он?» На первый взгляд, это казался простым вопросом. Но для тех, кто знаком с японской индустрией развлечений, стиль Китагавы – это не небрежный вопрос. Это ее тонкий способ показать глубокий интерес. В мгновение ока пост взорвался, более 3,2 миллиона просмотров всего за 3 часа. Хэштеги «решетка Китагаур» и «решетка Таэюнг» мгновенно взлетели на вершину трендов в японском твиттере. Пользователи сети не переставали обсуждать возможность сотрудничества этих двух азиатских звезд. Китагава, известная своими эмоциональными и романтическими историями, похоже, увидела что-то особенное в ауре Тэхёна. Она даже переписала свою биографию в Твиттере, добавив загадочную строчку «Готовлюсь к следующему проекту». Фанаты быстро начали строить предположение, может ли этот проект быть как-то связан с Тэхёном? Представьте себе. Ви из BTS, мировой кумир, покоривший музыкальный мир, появляется в художественном фильме, снятом Эрико Китагавой, творцом, прославившимся умением запечатлеть глубину человеческой души в каждой сцене. Мир развлечений, несомненно, замер бы в восхищении. Японские поклонники Тэхёна, известные своей невероятной преданностью, немедленно засыпали пост тысячами теплых комментариев. «Это Тэхён из BTS, корейский бог визуального искусства», написал один пользователь. «Если госпожа Китагава действительно пригласит его на съемки, это войдет в историю», добавил другой. Вскоре крупные японские и корейские СМИ начали публиковать статьи с сенсационными заголовками. Эрико Китагава называет имя Тэхёна начало крупнейшего в Азии проекта сотрудничества. Тем временем в Южной Корее фанаты и аналитики индустрии развлечений отметили, что визуальный стиль Тэхёна в рекламе Paradise City загадочный, элегантный и кинематографичный, идеально соответствует тону фильмов Китагавы. Это не казалось совпадением, а скорее мощным визуальным сигналом. Для преданных поклонников Тэхёна этот момент был похож на дежавю. Каждый раз, когда мир кажется спокойным, Тэхён появляется с чем-то неожиданным, чем-то, что меняет глобальный ландшафт индустрии развлечений. И, как и следовало ожидать, через несколько часов после того, как пост стал вирусным, начали распространяться слухи. Сообщается, что Китагава начала подписываться на нескольких корейских актеров и съемочные группы в социальных сетях, что, возможно, является ранним признаком подготовки к красоверному проекту. Один источник в индустрии даже заявил, что Тэхён был бы идеальным выбором для следующего фильма Китагавы. По слухам, это будет история о любви и времени, требующая персонажа с мягкой, но сильной аурой. Не только фанаты, но и режиссеры, продюсеры и кинокритики также высказали свое мнение. Многие подчеркнули кинематографическое обаяние Тэхёна, то, как он смотрит в камеру, его тонкие жесты и его магнетическое присутствие. Он больше похож на киноактера, чем на айдола. И кто может с этим поспорить? В каждом проекте, к которому он прикасается, от пересадки до Селин на неделе моды в Париже, Тэхён демонстрирует мастерство, которое никто другой не может повторить. Эрико Китагава, с другой стороны, известна своим острым взглядом на визуальные образы и эмоции. Когда она сказала «интересно, кто он?», многие были уверены, что это не просто любопытство, это начало профессионального, а может быть, даже духовного интереса. Фанаты начали представлять себе сценарий. Тэхён снимается в японском романтическом фильме с потрясающими визуальными эффектами, мягкой музыкой и фирменным эмоциональным сценарием Китагавы. Одним словом, культовый. Глобальные СМИ, такие как Крибу, Аулк-Папы, а также крупные японские спортивные и развлекательные издания, начали освещать эту историю. В течение нескольких часов связь между ними стала трендом на международном уровне. Мир ждал.
Станет ли это самым прекрасным кроссовер-сотрудничеством десятилетия? И, конечно же, Тэхён хранил молчание. Но его молчание никогда не означало безразличие. Как всегда, оно казалось значимым, потому что всякий раз, когда Тэхён молчит, за кулисами обычно готовится что-то грандиозное. Некоторые наблюдатели азиатской поп-культуры описали этот момент как встречу двух миров искусства – музыки и кино, Кореи и Японии, звука и изображения. В центре всего этого стоит имя, которое продолжает сиять в мировых трендах – Ким Тэхён. Он не просто знаменитость, а символ межкультурных связей, преодолевающих языковые барьеры и границы. По мере распространения новости по всему миру, фанаты начали создавать фан-арт, самодельные трейлеры и даже вымышленные постеры под названием «Рай в Токио», изображающие Тэхёна в роли главного героя фильма «Китагава». Творческий взрыв среди фанатов вывел имя Тэхёна в тренды более чем 30 стран за одну ночь. Еще более удивительно, что источники в японской киноиндустрии утверждают, что Эрика Китагава посмотрела визуальный альбом Тэхёна «Ли Йовр» и была глубоко впечатлена его выразительными способностями. Сообщается, что она заметила, у Тэхёна лицо, которое говорит без слов, редкий комплимент от легендарного писателя, такого как Китагава. Фанаты считают, что, услышав это, Тэхён тихо улыбнулся. Потому что для него искусство всегда было связано с чувствами, а не с популярностью. Он часто говорил, что хочет создать что-то, что действительно тронет сердце людей. И теперь, похоже, Вселенная исполняет это желание. Аналитики индустрии развлечений предсказывают, что если это сотрудничество действительно состоится, его влияние может быть огромным. Корейско-японский совместный проект с Тэхёном в главной роли и режиссером Эрико Китагавой, двумя именами с мировыми фан-базами, может побить рекорды азиатского проката и даже выйти на европейские и американские рынки. В социальных сетях тысячи комментариев заполонили ленты. Тэхён никогда не перестает творить историю. Представьте его кинематографическую ауру на большом экране. Китагава и Тэхён – это не просто фильм, это шедевр. Эти слова – не просто похвала, они свидетельствуют о том, как влияние Тэхёна вышло за пределы мира к-поп. Интересно, что несколько крупных японских брендов начали использовать вирусную волну. Рекламные щиты Paradise City по всему Токио стали популярными местами для фотосессий фанатов. Некоторые даже называют их местами паломничества Тэхёна, потому что каждый проходящий мимо останавливается, смотрит и шепчет: «Он действительно особенный». В прошлых интервью Эрика Китагава однажды сказала, что всегда ищет старую душу в молодом теле. Эта цитата всплыла снова и стала вирусной, поскольку фанаты считают, что она идеально описывает Тэхёна, человека с современной харизмой и вневременной, классической аурой. Японские журналисты, пишущие о развлечениях, начали создавать мощные аналитические статьи. По их словам, если бы Тэхён снялся в японском фильме, это символизировало бы эмоциональное единство поколений. Работы Китагавы глубоко трогают зрителей, выросших в 90-х, в то время как Тэхён представляет новое поколение, переосмысливающее значение истинного обаяния. И теперь мир затаил дыхание. Это только начало волны восхищения. По мере того, как слухи набирали обороты, инсайдеры индустрии стали внимательнее следить за каждым шагом, происходящим вокруг обеих сторон. Наблюдатели заметили, что продюсерские компании, связанные с Китагавой, тихо начали переговоры с корейскими агентствами, известными своей работой над крупномасштабными международными проектами. Хотя официального подтверждения не было, совпадение показалось слишком точным, чтобы его игнорировать. В Японии на телевизионных ток-шоу и развлекательных программах имя Тэхёна стало упоминаться чаще. Участники дискуссии обсуждали, насколько редко японский режиссер уровня Китагавы публично выражает интерес к поп-айдолу. Для многих это было не просто восхищение, это воспринималось как признание Тэхёна как настоящего артиста, выходящего за рамки образа айдола. Кинокритикам также присоединились к обсуждению. Некоторые отмечали, что в выражениях лица Тэхёна часто чувствуется сдержанность и меланхолия, качества, высоко ценимые в японском кинематографе. Другие подчеркивали его естественное присутствие на экране, отмечая, что он не переигрывает, а позволяет эмоциям спокойно течь через глаза, подход, который идеально соответствует философии повествования Китагавы.
Тем временем фанаты тщательно анализировали каждую деталь. Они пересматривали прошлые выступления Тэхёна, музыкальные клипы и фотосессии, выделяя моменты, где его актерское мастерство особенно бросалось в глаза. Кадры из фильмов «Сингулярность», «Синий и серый» и «Пересадка» снова широко распространились в сети, сопровождаемые подписями, намекающими на то, что он все это время готовился к выходу в кино, намеренно или нет. Сам рекламный щит «Райский город» стал символом. То, что начиналось как коммерческая реклама, превратилось в культурную достопримечательность. Фанаты приезжали из разных регионов, чтобы просто постоять перед ним, сфотографироваться и оставить рукописные записки, выражающие гордость и предвкушение. Некоторые даже назвали этот момент историческим, заявив, что он ознаменовал тихое вхождение Тэхёна в мир международного кино. За кулисами усилились слухи о том, что Китагава присутствовал на закрытых встречах с музыкальными руководителями и визуальными директорами, известными своим умением органично сочетать кино и музыку. Это только подпитывало теории о том, что любой будущий проект с участием Тэхёна будет не обычным фильмом, а чем-то более художественным, возможно, гибридом кино, музыки и визуального повествования. В Южной Корее уважаемые аналитики индустрии развлечений отметили, что глобальная популярность Тэхёна заключается в его неоднозначности. Он одновременно нежный и сильный, современный и вневременный, сдержанный и магнетический. Эти контрасты, по их словам, делают его идеальной музой для режиссеров, стремящихся к глубине, а не к зрелищности. Несмотря на растущий ажиотаж, Тэхён сохранял характерное спокойствие. Никаких заявлений. Никаких намеков. Никаких разъяснений. Для давних поклонников это молчание говорило о многом. Они знали, что Тэхён никогда не спешит с объявлениями, и что значимые проекты часто разворачиваются тихо, прежде чем раскрыться в нужный момент. Некоторые фанаты истолковали его молчание как уважение к искусству, к процессу и к людям, участвующим в нем. Другие считали, что это его способ позволить работе говорить самой за себя, а не подпитывать слухи. В любом случае, загадочность только усиливала очарование. С течением дней международные СМИ начали по-разному освещать эту историю. Это перестало быть просто слухом и стало символом культурного сближения. Момент, когда границы размылись, и художественные языки нашли общий язык. Музыка встречается с кино. Корея встречается с Японией. Новая глава, ожидающая своего написания. Один обозреватель написал, если это сотрудничество состоится, это будет не просто Тэхён, снимающийся в японском фильме. Это будет переосмысление того, как азиатские артисты воспринимаются на мировой арене. Поклонники по всему миру разделяли это мнение. От Азии до Европы, от Америки до Ближнего Востока волнение ощущалось повсеместно. Разделы комментариев были полны надежд, мечтаний и фантастических сюжетов. Некоторые представляли себе тихую историю любви в Токио. Другие – поэтическое повествование о времени, памяти и судьбе. И в центре всех этих мечтаний стоял Тэхён, спокойный, собранный и сияющий. Станет ли это сотрудничество реальностью или останется легендарным «а что если», одно можно сказать наверняка, этот момент уже оставил свой след. Он напомнил миру, что истинное искусство не всегда приходит с громкими заявлениями. Иногда оно начинается с простого вопроса. Кто он? И, возможно, ответ еще не найден.